Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поделиться с вами рецептом очень вкусных, красивых пирожных персики. Эти пирожные нравятся как взрослым, так и детям. Готовятся они очень просто из самых простых продуктов. Для приготовления теста нам понадобится сливочное масло, мука, сметана, щепотка соли, сахар, ванилин 8 грамм, разрыхлитель и 4 яичных желтка. Белки мы сегодня использовать не будем. В первую очередь нам нужно отделить желтки от белков. Нам сегодня понадобятся только желтки. Затем к желткам нам нужно добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар и все это хорошо перемешать. Затем добавляем сметану. Их все хорошо перемешиваем до растворения сахара. Затем миску с желтками отставляем в сторону. Берем чашку с мукой, туда просеиваем разрыхлитель и натираем сливочное масло на крупной терке. Для того, чтобы легче было натирать масло, мы периодически обмакиваем его в муку. После того, как все сливочное масло мы натерли в муку, мы перетираем его еще руками и затем добавляем всю желтковую массу. И начинаем замешивать тесто. Сначала лопаткой, ложкой, венчиком, чем вам удобно. Затем все это тесто высыпаем на стол и пытаемся собрать в комок. Вот такое тесто у нас получается. Теперь я его распределяю на пищевую пленку, заворачиваю в пласт и минимум на полчаса отправляем в холодильник. А теперь я вам покажу самый легкий и удобный способ для выпечки этих пирожных. Для этого нам понадобятся скорлупки от грецких орехов, которые нам нужно предварительно помыть, просушить и протереть сверху растительным маслом. После того, как тесто мы достали из холодильника, мы его делим на кусочки и из этих кусочков катаем такие красивые аккуратные шарики. Примерно каждый шарик получается по 35 грамм. Из шариков мы делаем такую лепешечку, и эту лепешечку аккуратненько одеваем на ореховую скорлупу. И получается у нас вот такой очень красивая половинка персика. Вот такие красивые половинки персиков у нас получились. Теперь мы их ставим в духовку при температуре 190-200 градусов на 10-13 минут, в зависимости от вашей духовки. Я выпекала 13 минут при температуре 200 градусов.
Очень важно, чтобы пирожные сверху остались белые, чтобы они у вас не сильно зарумянились, а снизу они получаются немножечко такие подрумяненные. Такие они должны быть. После того, как половинки пироженок остыли, мы достаем скорлупки от орехов. Достаются они очень легко, но нужно доставать очень аккуратно, потому что тесто очень нежное, рассыпчатое, и чтобы наши половинки пироженок не сломались. Вот из этого количества теста у нас получилось 24 половинки. Теперь каждой половинке мы подбираем примерно одинаковые по размеру вторую половинку, и сейчас будем наполнять их кремом. Крем делается очень быстро, элементарно. Для этого мы берем сыр маскарпоне, смешиваем со сгущенным молоком. Это можно сделать венчиком, ложкой или миксером. Я делаю обычно просто венчиком. Мы взяли 12 орешков. Для этого мы каждый орешек еще разламываем на половинку, чтобы в каждой половинке персика было по кусочку орешка. Теперь мы берем каждую половинку персика, туда кладем ложечку крема и орешек. То же самое делаем со второй половиной персика. Все, и теперь мы все это соединяем. Склеиваем. Вот такой красивый персик у нас уже, заготовка персика уже получилась. Для того, чтобы наши персики были похожи на настоящие, нам нужно их немножко покрасить. Для этого мы берем молоко, обычное холодное молоко, и добавляем 2 чашки с молоком нам нужно. В одну добавляем красный краситель, в другую желтый краситель. Еще нам понадобится миска с сахаром. Берем персик, окунаем одну половиночку в желтый краситель, вторую в красный и затем в сахар. Все это мы проделываем со всеми персиками. Вот такие красивые персики у нас получились. Декорировать их можно веточками мяты. Надеюсь, это видео вам понравилось. Желаю вам успехов. Обязательно попробуйте испечь эти пирожные. Надеюсь, они вам очень-очень понравятся. Спасибо большое за внимание. До следующего раза. Пока!